сейчас хотела как раз вам показать, как быстро плывут сегодня облака, потому что ветрено. Не успела навести телефон на небо, уже сразу прозвучал сигнал воздушной тревоги. И пишут, что море разведдрон. Сегодня 20 июля 2025 года, и всем привет из Одессы. Это видео я снимала вчера, и на момент съемки не знала, что случится ночью. Но, к сожалению, мы живем во время войны, и наша жизнь делится на две части – до обстрелов и после. Сегодня мы с вами приехали на Французский бульвар, но пойдем не налево, а направо, спустимся к морю, и я покажу вам места, в которых мы еще с вами точно не были. Сейчас, кстати, проходим известный в Одессе ресторан азиатской кухни, который называется Азума. И когда в него попадаешь, то действительно такое ощущение, что попадаешь в Азию, на какие-то острова. В Одессе очень большое количество каких-то интересных мест для посещения. Сейчас так постепенно с вами дойдем до самого нашего Черного моря. Со всеми туристами, которые очень туда спешат. Посмотрите, оп, люди просто бегут на море, потому что приехали отдыхать в Одессу, платят немалые деньги и ценят каждую минуту своего отдыха. Вы знаете, гуляя по одесским улицам, часто можно увидеть много чего интересного. И сейчас вам хочу показать необычную локацию. Это настоящая галерея под открытым небом. Когда-то одесские художники превратили серую стену в настоящее произведение искусства. Здесь изображены копии известных картин, и многие из которых вы, конечно же, знаете. Всего здесь изображено 20 картин, и все они разной высоты, но самая высокая, представьте себе, целых 6 метров. Одесса – город, который богат на талантливых людей, благодаря труду которых создаются такие замечательные локации, как эта, благодаря которым город становится лучше и красивее. Сейчас прохожу мимо этих картин и замечаю, что им нужен ремонт, и очень хочется, чтобы как можно быстрее их отреставрировали, и они еще долгие годы радовали прохожих, потому что такие галереи под открытым небом есть не везде. Посмотрите, Мона Лиза, Да Винчи, картина Сальвадора Дали, картина Яна Вермеера. Здесь каждый пройдет и точно найдет именно ту картину, которой он знает. Вот мальчик с зонтом просто спешит. Смотрите, здесь ездят такие электромашинки. Я знаю, что одни из этих машинок отвозят людей прямо с Французского бульвара в ресторан, чтобы не приходилось далеко идти. А вот, собственно, и этот Астон Холл, известный и самый дорогой дом в Одессе. Мы сейчас спустимся, посмотрим территорию. Здесь есть тоже не менее известный пляж Икеда. Здесь мы с вами точно еще не были. Пока к пляжу не дошли, знаете, куда мы с вами спустились? А мы с вами спустились к трассе здоровья. Кто не был, но кто нас слышал, Одесская трасса здоровья, которая является достаточно длинной. Вот смотрите сейчас, как людей возят, чтобы они не натирали себе шлепками ножки, долго не ходили. Так вот, сейчас будний день, пятница, и тем не менее, смотрите, сколько людей гуляет и по трассе здоровья. Меньше, чем с утра и выходной, но тем не менее они есть. А вот прямо на трассе здоровья можно выпить кофе и подкрепиться хот-догом. Мороженое есть, пожалуйста. Крещатик по 71, и вот какой-то по 117. А здесь все мороженое Крещатик. Наше украинское. Здесь есть даже авторский кофе. И баунти кофе, и бабл кофе. Даже не пробовала такие. Вот соки Сандора и холодный чай. Ну, а мы, собственно, с вами и пойдем дальше на пляж. Боже, послушайте, какой ветер. Велосипедисты, прохожие по трассе здоровья, не забывайте, что здесь ездят велосипедисты, люди на роликах, поэтому идите обязательно по своей дорожке, потому что у нас люди часто забывают и идут по велодорожкам. Меня сейчас просто сдует, я вообще не могу идти, я даже не ожидала, что у моря
Наверняка вы знаете, что существует такой автомобиль Aston Martin. Но Одесса настолько классный и интересный город, что в Одессе есть жилой комплекс, который называется Aston Hall. И это первый в Украине клубный дом с инфраструктурой пятизвездочного отеля. Уверена, жизнь здесь одно удовольствие с таким-то видом на море. Совсем недавно здесь открылось новое заведение, это ресторан Икеда, и на его официальное открытие приезжала с выступлением даже Тина Кароль. Фишка этого ресторана в том, что из его панорамных окон такой замечательный вид на море, что создается впечатление, будто ты за столиком сидишь просто на воде. Смотришь с таких площадок, возле таких ресторанов на море, на небо, и каждый раз думаешь, насколько прекрасен город, в котором ты живешь. Я когда-то шла по Аркадии, и шла женщина с ребенком, и женщина говорила, что мы очень счастливые люди, потому что мы живем у моря, не у каждого есть такая возможность. И да, это действительно так. Вот день, и посмотрите, сколько людей просто гуляют по трассе здоровья. Посмотрите. Сразу видно, всем нужно здоровье, и все за ним следят. Кто-то с пляжа идет, кто-то ездит на велосипеде, кто-то занимается спортом. Так, ну, знаете что, вот там территория чистая, убрана, а здесь не мешало бы немного, конечно, скосить траву, постричь эти кустики, чтобы везде было красиво. Так, вот как здесь было и как здесь стало. Смотрите, какую здесь лестницу сделали для людей. Есть и спуск для женщин с колясками или для инвалидов. Ну, а мы с вами пойдем туда вниз. Скажу вам честно, я здесь не была очень и очень давно, поэтому мне самой интересно посмотреть. Так, и вот вид сверху. Люди купаются, но рядом с берегом. Ой, какая прелесть, такое укромное местечко, немного дикая прям природа. Совсем не похож пляж на пляж в Аркадии или на Фонтане. Ну, сегодня выглядит море, оно слегка грязное. Вижу большие острова с водорослями. Не очень приятненько, но тем не менее не всех это останавливает. Если вам надоели пляжи Фонтана или Аркадии, и вы не знаете, что это за место, то раскрою вам секрет. Этот пляж называется Склифос. Мне еще придется ходить по городу, поэтому я не хочу снимать босоножки, потому что испачкаю ножки. Так, но хочу подойти к воде. Здесь кусок дерева какого-то выбросила. Видите, водоросли даже есть на песке, они повсюду. Немного море ими загрязнилось в последнее время. Водоросли невероятно пахнут йодом. Я здесь увидела другой спуск, и думаю, будет интересно по нему подняться. Вот смотрите, какой обрыв, какая порода в Одессе. Есть на некоторых пляжах просто скалы. И действительно немного экзотики добавляет. Так, вон видите, какая вот там вот крутая лестница. Сейчас, собственно, по ней мы с вами и пойдем. Какая сегодня в Одессе кристально чистая вода. Вау! Просто видно, я далеко достаточно от воды стою, и видно ракушки на дне. Потрясающе! Смотрю на море, и оно просто сегодня невероятное. И в какой-то момент даже жалею, что не взяла с собой купальник. Но, к сожалению, мне нужно ехать дальше в город по делам, да и, в принципе, отдыхать не было бы времени. На пляжах с какими-то камнями и с плитами всегда нужно быть осторожными, потому что многие ныряют, и особенно когда вода непрозрачная, могут нанести себе травму, поэтому нужно быть осторожными. Смотрите, люди приезжают сюда с палатками и просто отдыхают целыми днями. Посмотрите, здесь прям свой городок.
Не знаю, как я буду подниматься по этой лестнице, но очень хочу попробовать. Так, я это сделала. Идем посмотрим, как здесь живут одесситы. Да, я ехала сегодня вам показывать больше французский бульвар. И видите, куда меня внезапно занесло. Я думаю, так видео даже будет поинтересней. Здесь целый палаточный городок. Люди здесь живут. Ну, а мы с вами выходим. О, посмотрите. Это меня сегодня занесло. Я здесь еще никогда не была, но тем не менее здесь такое движение. Видно, что люди знают это место и часто его посещают. Проходите. Спасибо. Спасибо и вам хорошего дня. Видите, какие в Одессе живут приятнейшие, замечательные люди. Проходил мужчина, пожелал хорошего дня. Я ему в ответ, и все, улыбнулись друг другу. И сразу лучше настроение. Здоровья, кстати, от Ланжерона до Аркадии ездят экскурсионные автобусы. И я узнавала 150 гривен, но вот не помню сколько минут. Поэтому, видите, пользуется популярностью. Кстати, длина трассы Здоровья около 15 километров. Она начинается от Ланжерона и заканчивается возле Золотого берега, но не везде она прямая. Иногда нужно подниматься на горку, иногда спускаться ниже. И это излюбленное место одеситов. Трошки так. Хочете комусь передати привіт? Києву привіт. У нас багато глядачів з Києва. На позитиві. Так. Очень приятные ребята. У нас много зрителей из Киева, поэтому все передают привет. Просто под деревьями, не знаю, называется трасса Здоровья, сделали стол, я так понимаю, для тенниса. Какие-то турники, все выкрашено, вычищено здесь. Видно, что люди занимаются. Я вот иду и слышу, замечаю, что много людей, которые гуляют сейчас по трассе, именно являются туристами, которые приехали в Одессу немного отдохнуть, оздоровиться, позагорать. Несмотря на то, что июнь у нас был и половина июля очень сложная, у нас все время были обстрелы, какие-то взрывы, и до сих пор продолжаются тревоги ежедневно. Вот на днях у нас была тревога около 8 раз. Все равно люди и едут, и едут. Никого это не останавливает, люди устали бояться и хотят хоть немного отдохнуть в Одессе, позагорать на солнышке, покупаться в море, потому что хочется все-таки, чтобы запоминались и какие-то положительные моменты с лета. Я не преувеличиваю насчет ветра, мне даже песок какие-то приходится телефон держать в руках от воздуха, я даже вас не вижу. Боже мой. Ликвидация последствий просто по всей улице. Вчера была жуткая ночь в Одессе. Дронов было около 30 штук. Пострадал и ресторан. Тоже хорошо, что хоть не сильно. Просто остался без стекол. И вот уже с утра пытаются все быстренько вернуть, как было прежде. Посмотрите, стекла побиты. Только недавно с вами здесь проходили, и все было хорошо. Посмотрите, какой ужас. Все повыносили. Ой, ужас какой, конечно. Везде висят красные ленты, и люди просто остались без окон. Посмотрите. Просто у людей даже были пожары. Практически у всего дома нету окон. Ужас. Вот я иду дальше и дальше. Люди без окон. Жуткое зрелище на самом деле. Даже сложно
подобрать слова. Мало того, что стекла повыбивало, еще и повыворачивало. Ну, хорошо, хоть квартиры царями целыми остались. Нет света. Здесь развернули оперативный штаб для пострадавших с водой. Люди что-то заполняют, вода, кофе, пленки. Привезли, чтобы просто-напросто закрывать окна. Вот оперативный штаб с ликвидацией наследки. Смотрите, пленки разворачивают. Как это все на самом деле страшно. Посмотрите, деревья сломанные. Просто дерево осталось вообще без листов от удара. Посмотрите, раскуроченные балконы людей. Аптека здесь была. Аптека тоже просто уничтожена. Посмотрите, что с балконами. Смотрите. Здесь больше всего все пострадало. Только и слышно разбитое стекла. Я вот честно не могу подобрать слов. Я сегодня в шоке как никогда. Хорошо, что мы пошли в бомбоубежище, потому что кто не пошел, тот, конечно, пережил. Посмотрите. На месте городские службы. Все убирают. Одесса днем прекрасна и действительно похожа на рай. Много цветов, солнце, море, улыбчивые люди и много туристов. Но как только наступает ночь, город превращается в ад. Обстрелы, взрывы, разрушенные жилые дома, разрушенная инфраструктура. К сожалению, много пострадавших и есть погибшие люди. Война ежедневно вносит коррективы в нашу жизнь. И даже если вам кажется, что в Одессе все мирно и спокойно, все далеко не так. И это видео этому подтверждение. Вот люди без окон. Вот пожилая женщина смотрит в окно, но, к сожалению, окна у нее уже и не осталось.